Представители знака зодиака Лев, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз. Знаки судьбы. Февраль 2025 года. Что откроется? Что прояснится в феврале? Вот давайте узнаем, что же на самом деле откроется или что прояснится в вашей жизни. Каковы знаки судьбы? Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз-расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, но я искренне надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и вы сумеете прислушаться к подсказкам собственной интуиции. Ведь не секрет, мы смотрим общие прогнозы, расклады, каждый из нас думает о чем-то о своем. Переложите на метафору карт те события в вашей жизни, которые, может быть, не решаются, или вас наиболее всего волнуют, вы как раз хотите что-то осуществить, и вот эту энергетику просчитать, быть готовым, может быть, к каким-то альтернативным вариантам развития событий, но то и неожиданностям, почему нет? Вообще для вас как раз февраль может быть очень добрым временем в плане личной жизни для решения некоторых вопросов. Я не исключаю, безусловно, что энергетика этого периода может для вас открывать новые вехи и по части ваших амбициозных планов. Поэтому что-то доброе может прийти на ваш порог или действительно открыться какая-то возможность. Поэтому будьте внимательны. Но мы идем дальше, возвращаемся к нашему раскладу. И первая карта, что откроется, что прояснится. И знаки судьбы. Мы объединим вот эти две карты и два этих вопроса. Какая взаимосвязь между тем, что вы узнаете, или, может быть, это как ваш внутренний инсайт, или как эврика, озарение. Вы понимаете, да, что вот я не видел какой-то или не видела альтернативы, а здесь мне надо было, оказывается, посмотреть как-то по-другому, или увидеть какие-то возможности в другом ракурсе, и что это будет для вас означать. Какое дело событие, в котором вы думали, поставили точку, а тут окажется либо запятая, либо какое-то многоточие, что к вам может вернуться. Какие возможности придут на ваш порог? Какая тайна откроется или какую правду вы узнаете? Что важно знать или нужно знать на февраль месяц для вашего знака зодиака? И мы несколько раскроем, поясним эту карту по части направления энергии. И первая у нас энергия – это энергия дома. Что в вашем доме? Или место вашего пребывания, проживания, или планы на будущее. Энергия личной жизни, энергия любви и энергия денег и ваших достижений. Что вам помогает? Или карта совет, которую мы раскроем в самом конце. Что же откроется, что прояснится? Новые дороги, Паш Кубков. У кого-то новые отношения, у кого-то новая любовь, Паш. У кого-то, может быть, любовь не новая, а прежняя, но вы с партнером по-другому видите друг друга. Или вы можете открыть заново как будто ваши отношения, прояснить какой-то вопрос. И я должна сказать, у нас в феврале Венера с 3 числа будет находиться в знаке зодиака Овен. А Овен – это у нас марсовская энергия. Но для вашего знака это добрая энергия, для того, чтобы вдохнуть новую какую-то интересную или раскрыть палитру ваших отношений. Или страсть, мои дорогие, правда, может проиграться в феврале, когда ваши отношения, которые несколько, может быть, даже подувядшие, и это касается пар, которые проживают вместе достаточно давно, у вас может быть семья, но вот здесь вы увидите друг друга как-то иначе. Или вспомните, когда мы были молодыми, и правда тут обновление, вот какие-то новые энергии. Это еще и энергии, знаете, с одной стороны, любопытство к жизни. В хорошем смысле, не любопытство там к соседу, а именно к самому себе. Когда нам хочется что-то осуществить, или нам хочется творить, может быть, творчеством заняться. Или вы будете рисовать буквально, вот как нам показано на этой карте. Творчество как раз проходит по этой карте. Но и в целом это хорошее настроение и добрые энергии. Даже что бы тут ни открылось, это будет для вас означать какой-то позитивный момент. У кого-то это может быть как радость за ваших детей, может быть, и достаточно взрослых детей. Но, правда, добрые энергии входят в вашу жизнь в феврале. Знаки судьбы. Но вот смотрите, одна карта дополняет другую, да, карта мир.
Карта доброты, счастья, радости, мира, покоя в душе, эмпатии, гармонии, безусловно, внутреннего баланса. И вот с какими-то новыми совершенно энергиями, свежими или свежим дыханием каких-то последующих ваших достижений, может быть, или когда вы верите в мечту, что у меня получится теперь что-то осуществить. У кого-то из вас это может быть, даже, знаете, как по аркану мир, продолжение истории, которая встала на стопор, может быть, даже с тем человеком, может быть, это и любимый человек, с которым вы на расстоянии. Вот словно наша ведьмочка посылает свою шляпу, и она точно знает, какой отклик она получит. Здесь может быть какое-то общение, кстати, как знаки судьбы, или какое-то сообщение к вам придет. Может быть, буквально вы письмо какое-то получите, или разговор состоится, очень важный в вашей жизни. И это будет то, от чего мы не должны отказаться. Это то, что нам придется перевести словно на новый уровень. Или будьте внимательны к собственным озарениям, потому что это может быть как подсказка шестого чувства, чем вам нужно заниматься. Или в каком направлении двигаться, что в себе развивать, может быть. По аркану мир это может быть путешествие, что внезапно откроется какая-то поездка. Или вы получите документ, мои дорогие. Может быть, вы планировали путешествие, а не были подготовлены документы. Или что-то у вас становилось на паузу, стопорилось, а здесь начнет развиваться. Или по части вашей занятости или вашего труда новые возможности через карьеру к вам могут прийти, и вы можете увидеть мир даже через карьеру. Может быть, как релокация офиса, и вам будет что-то предложено. Но тут, правда, что-то такое восхитительно доброе. Помимо того, что значение мир – это доброта, безусловно, и мир сам по себе, но это еще и большие возможности. Карта говорит, нет ничего невозможного. Или кто-то из вас получит тот или иной итог по приложенным усилиям. Все же этот последний старший аркан в колоде, и это тоже итоговая карта будет говорить, что то, над чем мы работали, мы теперь или прикладывали усилия, много потратили энергии, времени, ну, теперь мы видим, зачем это было нужно. Может быть, вы себя как раз поблагодарите за терпение по какому-то вопросу, мои дорогие львы, но энергии февраля для вас всячески добрые на разные сферы жизни. Давайте узнаем, какое дело, событие, в котором вы, возможно, поставили точку или перестали о нем думать, а здесь как раз с новой силой, с новыми возможностями. Десятка пентаклей, мне нечего сказать, карта семьи. И здесь и по части личной жизни. Тут вообще гармония, не просто мир. Когда выпадает десятка пентаклей, это, знаете, энергетика благополучия. Когда и деньги в балансе, или когда решаются вопросы по дому, по семье, по вашим отношениям. Сама по себе карта уверенности, сбываются наши мечты, когда мы себя чувствуем более, с одной стороны, осознанно и понимаем наши последующие перспективы и одновременно, что мы будем делать, как мы будем поступать, потому что есть базис, от которого мы можем оттолкнуться. Безусловно, тут по части личной жизни у кого-то, как я уже сказала, может быть, к примеру, примирение, или вы сумеете проговорить важные темы и вопросы. Если прежде вам эмоции мешали, то здесь сама по себе доброта или эмпатия, мир, баланс создает некоторый ореол вокруг вас, как доброе пространство, для того, чтобы это взаимопонимание найти. И поэтому я вижу, нам семья изображается у кого-то из вас по части личной жизни. Может быть, какое-то очень доброе продолжение. У кого-то, кстати, паж кубков иногда говорит, первая карта, которая вам выпала, что откроется, что прояснится. Может быть, и недавнее знакомство у вас состоялось, мои дорогие львы. И неважно, кто меня смотрит, то тогда ваши отношения будут развиваться стремительно в феврале. И вполне вероятно, вы заговорите о том, чтобы перевести на новый уровень, на новый статус, или начать вместе проживать, попробовать как будто притирку, да, вот друг к другу. И вы знаете, на февраль все равно будут добрые энергии. Вам это не просто поможет, а вдохновит вас двоих. А если вы долго встречались, тут ведь тоже, как я уже говорю, обновление отношений, вы можете задуматься именно о статусе
ну или в совместном проживании. Есть все же тут личная какая-то история, которую мы не должны сбрасывать из добрых энергий февраля месяца. Поэтому не упустите для себя какое-то доброе время. Давайте мы узнаем с вами, какие возможности приходят на ваш порог в феврале. Король жезлов. Ну, жезлы – это где-то огненная энергия, это ваши собственные планы. Надо сказать, король жезлов никуда не торопится. Это руководитель, это харизматичный лидер. Но это тот, который дает советы, ну или где-то способен направлять или объединять даже какую-то сообщность людей. Это тот, которому доверяют, за которым хотят как раз следовать. И поэтому какие возможности придут на ваш порог? Вы знаете, сделать карьеру, я бы сказала, в первую очередь. Или добиться через карьеру или через вашу занятость увеличения дохода. Все же жезлы – это у нас в первую очередь и деньги, и любые остальные дела, работа, бизнес, документы, согласование важное. Но мы говорим, поскольку лидер, поэтому вы действительно можете продвинуть многие свои планы. Нам карта не говорит, какие конкретно, но всячески позитивно, как раз на прогресс в наших планах. Поэтому возможности будут. Ну, где-то и Аркан Мир ведь тоже об этом говорит. Доброй энергии, мои дорогие. Давайте мы с вами узнаем, какая тайна откроется или какую правду вы узнаете в феврале. Вот смотрите, какие добрые энергии для вас, даже по картам. И планетарно ведь тоже. Я же вас приглашаю на свой сайт, я оставлю ссылку в описании под видео, планетарный гороскоп. Перейдите, прочитайте, переложите на свою составляющую планов или вашу стратегию, тактику, как для вас может проиграться вообще 2025 год, не февраль, а именно энергетика 2025 года. Ну и где-то, может быть, отстроите какой-то свой конкретный фарватер, потому что по 8 мечей, пентаклей, нам говорят, продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. И где-то все то, о чем мы говорили, что-то вам знакомо, но возвращается с новой силой, с новой энергией, причем более доброй. Или какие-то возможности, которые прежде, может быть, для вас были скрыты, а они у вас, тем не менее, были. Вы их могли не видеть или могли сомневаться. Вот здесь что-то проясняется. Вы точно будете знать, что вам нужно продолжать. Одна из лучших карт в колоде на деньги и на работу. Поэтому прогресс по работе, по деньгам есть. Ну, в общем-то, нам где-то об этом и сказали. С другой стороны, если мы говорим про отношения, над отношениями тоже придется вам работать. Должна это искренне сказать. Для того, чтобы мы друг друга понимали лучше, ведь встречаются два совершенно разных человека. И мы не должны изменять друг друга или воспитывать еще того хуже друг друга. Весь вопрос, как мы сумеем провзаимодействовать. И счастье – это когда тебя понимают. Имеется в виду, это не когда только нас понимают, а когда и мы другого человека понимаем. Поэтому это и есть где-то работа, но что-то у вас должно быть продолжено. Это то, видимо, от чего вы не можете отказаться. Или это то, что вы чувствуете душой, у вас действительно есть прогресс, может быть, по отношениям или по работе, может быть, какую-то концепцию вам и придется пересматривать, может быть, и себя где-то придется адаптировать к новым условиям, к новым ситуациям или к новым возможностям. И пусть это у кого-то через любовь, отношения с близкими или с любимым человеком, а у кого-то это будет через работу. Но у кого-то это придется совмещать, любовь и рабочий график. Вот конкретно. И так тоже может быть. Потому что и по работе вроде как что-то вы не должны упустить. Но и по части личной жизни добрая энергия. Что нужно знать, что важно знать? Давайте откроем центральную карту. Четверка кубков нам говорит о чем? Я надеюсь, видно хорошо. Обратите внимание, сидит человек, подпер рукой голову. И куда он смотрит? Да вот на эти 3 пустые кубка. А молодой человек, Паш, который приходит и приносит этот кубок, кстати, он даже удивлен. Изумленное лицо прорисовал нам художник. Ему удивительно и непонятно, почему человек не обращает на него внимания, не смотрит в его сторону, а смотрит на 3 пустые кубка. Он смотрит в прошлое, а на пороге
будущее. На пороге наполненный кубок добрыми эмоциями, возможностями, радостью и счастьем. А человек продолжает смотреть на пустой стол и на 3 пустых бокала. Для кого-то из вас что важно знать? Посмотри в другом направлении. Я так и говорю часто по 4 кубков, что вы должны и изменить именно направление. Направление может быть или ход ваших мыслей, рассмотреть какой-то альтернативный вариант, или, как я уже сказала, от чего-то не отказаться. Потому что возможности к нам иногда приходят совсем не так, как мы это желали, предполагали, представляли себе. Но это значит так. Это все-таки возможность, и ее важно не упустить. Сегодня она есть, а завтра ее может не быть. Поэтому от чего-то вам важно не отказаться, мои дорогие. Может быть, где-то быть вот в мире в согласии с собственной душой и в целом, чтобы вокруг вас какая-то гармония царила, не разрушать что-то, может быть, вот где-то об этом нам говорит карта. Но и не вспоминать, допустим, по отношениям, я такое могу предположить, былое. Или, знаете, как так бывает в жизни личной, такие разговоры, а помнишь, вот как ты поступила, или а помнишь, что ты сделал, а я на тебя понадеялась. Вот самая разная палитра. Вот не вспоминайте друг другу былое. Можем мы, поскольку это кубки, перевести на личную жизнь, но где-то мы можем столкнуться и по нашему труду, занятости, по бизнесу с каким-то продолжением, может быть, и возвращением человека с какими-то новыми энергиями. И вполне вероятно, он вам чем-то может быть полезен, допустим, да, если мы говорим про дела. А мы можем упереться, как будто и надулись, обиделись, или нас что-то не устраивает, мы хотим, чтобы было именно по-нашему. И тогда вот это направление, вот этот паш, он ждет, когда словно вот этот молодой человек откликнется, посмотрит в его сторону, готов он принять этот кубок, или паш уйдет назад. Вот очень тонкий нюанс, мои дорогие. Есть возможность, которую вы не должны упустить. Давайте раскроем, что же это за возможность, и посмотрим энергию. 9 пентаклей, энергии дома. Но тут все то, что касается дома, тут как раз у вас очень гармонично. И это может быть какая-то возможность, которую вы переложите на очень доброе продолжение. Посмотрите, 9 пентаклей и 10 пентаклей. Здесь и деньги, и благополучие. Это карта самодостаточного человека, изобилие, процветания. Кто знает, может быть, у кого-то через личную жизнь приходят новые возможности по части финансов. Я имею в виду в первую очередь стабильность. Вот такое тоже может быть. Или для кого-то, я и такое тоже не исключаю, вы будете продумывать семейный бизнес, первые шаги, какое-то взаимодействие в паре, когда вы не просто любите друг друга, союз любящих людей, а когда любящие люди могут быть еще и партнерами по бизнесу. Тогда у вас что-то волшебное может получиться. Но в целом добрая энергетика на дом. Где-то карта будет говорить, 9 пентаклей, иногда говорит, человек нам изображен один, когда вы будете осваивать работу на дому. Вот у кого-то это конкретно может проиграться. Или вы будете, может быть, курсы, что-то изучать онлайн, потому что вам нужно для себя открыть новые возможности дохода. У кого-то совпадет и так, у кого-то это будет сопровождаться с тем, что вы планируете переезд, и вам будет важно работать из любой точки мира, опять же на дому, или зарабатывать, иными словами, деньги. Да, по деньгам придут какие-то возможности к вам, это точно, но вы, опять же, не должны упустить время. Может быть, у вас сложится какая-то, знаете, или подсказка к вам придет, опять же, каким-то альтернативным путем, что вам нужно освоить какие-то новые скиллы, навыки или какое-то ремесло, чтобы у вас ваше желание осуществилось по максимуму. И тоже не упустите время, а именно начать тогда что-то, если вы чувствуете, что да, я так несколько сыроват в этой области, мне действительно необходимы знания. Наверное, все то, что идет на преувеличение, прогресс, на счастье, на радость, но изобилие, процветания в вашем доме может тоже проигрываться. Энергия любви. 10 жезлов. Может быть, так и тяжеловато нести какой-то груз.
Для вас может быть, как этот груз как раз совместим с тем, что вы хотели сделать что-то по-своему. Или вы хотели участвовать в помощи, или участвовали, мои дорогие львы и львицы, сразу вот помощь оказывали в нескольких направлениях. Может быть, это были ваши родственники, может быть, это были ваши близкие. Но, видимо, все же эта карта всегда говорит, что для тебя этот месяц или этот период будет более важен именно для твоих направлений, для твоих честолюбивых планов. Может быть, придется где-то корректировать график, вот я об этом сказала, совместить у кого-то и личную жизнь, и рабочую. И тогда для того, чтобы по максимуму сделать для себя что-то хорошо, меньше уделять внимание рутинным вопросам, об этом говорит карта. Брось эти 10 жезлов или подумай, нужно ли тебе тащить их буквально в гору из последних сил. Потому что правильно распределить силы, организовать режим труда и отдыха вам выпадает, тем не менее, это на любовь. И каким-то образом эти энергии имеют для вас значение. Давайте мы откроем энергии ваших достижений и денег. Вот правда. А тут вам выпадают влюбленные. И то, что я сказала, правда, совмещать работу и любовь. Чтобы этот график личной жизни и работы не мешало одно другому. Может быть, это сделать будет и сложновато. Кто-то может почувствовать, я словно на выборе по аркану влюбленные, а я вижу, что выбора здесь нет. Вам придется что-то совмещать, потому что на кону очень много добрых энергий в феврале. И если мы что-то можем сбросить как ненужный груз, то это рутинные только обязательства. Личная жизнь и ваше продвижение, ваши амбиции, ваши мечты, ваши планы, мои дорогие, они сбываются, может быть, частично в феврале месяце, но это должно быть абсолютно точно. Что-то продолжено, ведь 8 пентаклей нам говорит: продолжай что-то, поэтому распределить свои собственные силы, чтобы вас на все хватило. И очень символично, что 2 пентаклевые карты, как и семья, мы говорили про образ личной жизни, так и ваши доходы или ваши, ну, как миссия, честолюбивый план, мечта, когда вы именно хотите самореализоваться в каком-то деле, может быть, творчестве, это нужно совмещать. Все имеет значение, и все стоит в одной плоскости. Вы не можете что-то расставить, как на пьедестале. Что-то на первое место, что-то на второе, что-то на третье. Тут все на первом месте у вас стоит. Поэтому коррекция планов, но у вас сил будет достаточно. Король жезлов как раз говорит об этом. Давайте откроем карту совет, или что вам помогает. Вам где-то помогает скорость. Вам помогают те события, которые внезапно буквально приходят на ваш порог, и вы их не должны упустить. У кого-то будет оказия оформить документ или решить какой-то вопрос. Или вы долго ждали какой-то аудиенции с высоким чиновником или с человеком, который способен как-то решить, опять же, какую-то тему в вашей жизни. И вам может прийти известие, когда буквально собрался, подпоясался и поехал. Будь готов корректировать свои планы. Что вам помогает? Вы набираете темп. Поэтому действительно режим труда и отдыха, хочешь не хочешь, и корректировать придется, чтобы времени и сил хватило на все. Сил физических и сил душевных, эмоциональных, мои дорогие. Здесь, опять же, повторюсь, нет какого-то пьедестала, вы не можете что-то как и отложить на потом или поставить на второе место. Все то, что касается вашей личной жизни или любовной истории, или вопросы заработка и ваши амбициозные планы. По 8 жезлов это тоже происходит, как я уже говорила, наша трансформация. Вот у вас практически должна состояться какая-то трансформация. По сути дела, это то, что важно знать. Мы с вами говорили по 4 кубков. Другое направление. А другое направление, значит, мы уже не будем сидеть и вспоминать прошлое. Или что-то анализировать, то, что уже давным-давно закончилось, прошло. Может быть, оно еще пытается нас где-то удержать в воспоминаниях, но это тоже уже теперь не имеет никакого смысла. Собирайся в путь, может быть, Лев, нам об этом говорят, и тут могут открыться возможности для путешествий, для перемещений, или собирайся в путь в
плане ваших творческих достижений. И старт прекрасный у вас будет в феврале. Может быть, вы что-то будете изучать, и поверьте, из-за этого нового направления в изучении ваших или приобретения каких-то навыков у вас тоже получится какая-то красивая история из всего, к чему вы прилагаете свои усилия, что вы видите в альтернативном варианте. В последующем вы сможете сложить красивый узор или новое качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.